Так, добрый вечер, дорогие наши любимые серферы, бездельники, девианты, медианты. Боевые медоеды Боевые... и Альфа-38. Да, вы смотрите, как вы видите, какой у меня боевой медоед. Вот такой вот японский на футболочке. Значит, Сергей Аркадьевич Дацюк у нас сегодня в студии. И мы продолжаем наши эфиры. У нас последний был в пятницу с Ильей Чидолумой, Сергеем Аркадьевичем. И, он был такой хороший, содержательный эфир, но Сергей Аркадьевич выговорился и предложил продолжить. И сегодня... Все было совершенно не так. Мы же готовили, я готовил эту тему, но ты сказал, что с Чидолумой, я решил, что с Чидолумой, не на эту тему, а там, где, можно чем-то поговорить. Да, по ходу мы поломали всю, первоначальную структуру беседы. Такое бывает, кстати, часто. Да, не страшно. Да, мы решили в пятницу сделать чисто игра. Чисто игра. И причины, то есть мотивом для этой передачи послужили слова нашего любимого президента Зеленского, что он не в карты сюда играть приехал на встрече с любимым нашим президентом Трампом. Вот. И меня это заставило задуматься, а что ж такое? Как же так? Вот поэтому я сегодня предлагаю, и я даже с пятницы очень многие вещи еще набрасывал, то есть я продумал. Поэтому я предлагаю сделать с тобой такой спокойный разговор, где ты считаешь уместным, ты комментируешь, споришь, отрицаешь, подтверждаешь, и так далее. В общем, играешь со мной, да? Да, мы не спешим. Да, мы никуда. Так что, начнем? Да, погнали. Так, значит, по некоторым традициям эпиров, да? Что наша жизнь игра, добро и зло одни мечты, труд честность, сказки для бабья. Кто прав, кто счастлив здесь, друзья, сегодня ты, а завтра я. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи, пусть неудачник плачет, кляня свою судьбу. А это понятно, что такая цитата из оперы «Пиковая дама» Чайковского. Ария Германа. И хотя она сделана по мотивам Пушкина, но Петр Ильич не хотел же ее делать, он говорил, что там ничего сценического нету. А потом его младший брат наваял либретто. И вот эти строчки это Модест Ильич Чайковский, либретист, а автор музыки, то есть когда говорят там «Пиковая дама», то говорят про музыку, потому что либретто его младший брат. Да, и собственно, обрати внимание на эти строчки. Так бросьте же борьбу, ловите миг удачи. Да? То есть смотри, бывает борьба, где ты в противостоянии, а бывает игра, где работает удача. И вот этот момент, что люди настолько увлекаются простым тупым, да, что тут думать, трясти надо. Или что тут думать, надо воевать. Или он особенно ощущается на поле Ватерлоу, Наполеоном. Да. Но бывают моменты, когда, во-первых, ты должен отдаться на волю удачи, но если ты умеешь хоть немножко играть. Потому что, почему? Да? Почему я так отношусь к игре? Потому что игра иногда позволяет получить такие ресурсы, которые ты никогда, ни при каких условиях борьбой, войной или революцией не получишь. Да? Что, откуда эта сила игры? Я размышлял, когда писал некоторые части своей новой книжки «Преодоление философии», я размышлял над этим, откуда у игры такая сила. И оказалось в своих размышлениях, я вышел на такое представление, что вообще игра – это проникновение сюда многих измерений. Они так сквозь нас воздействуют. Что такое игра? Это соотношение определенностей, из которой вытекает неопределенность, или из которых порождается некоторый хаос, который ни в одной, ни в другой определенности не содержится. Да? Когда мы сталкиваем две определенности, они начинают как-то соотноситься, возникает нечто такое, чего в самих определенностях нет. И ты можешь в игре выскользнуть во многие мерности, да, в сам хаос, за пределами, куда угодно.
Да? Даже если это игра по правилам, то в какой-то момент может оказаться, что ты выходишь за пределы правил. Или меняешь правила. Или используешь эти правила так, что нет однозначного понимания, это по правилам или нет. То есть бывают такие случаи в игре, когда ты, не нарушая правил формально, выходишь очень далеко за эти правила. Вот в этом ценность игры. И вот именно это меня удивило. И я попытался помыслить об игре по большому счету. По большому счету, ну, как бы, конечно же, в контексте войны России и Украины. Ведь, смотри, вот если даже взять вот уже упомянутого Пушкина, и Пушкин, и Лермонтов картежники. Это известно просто из их биографий. И они писали на карточной игре не раз. И сами играли. При этом и Шевченко, и Франко не картежники. Ну, Шевченко вообще не любил карты по простой причине. Его судьбу разыграли в карте. Ну, там была лотерея, но сама лотерея разыгралась картой. И Шевченко по жизни карты не любил с двух причин. Во-первых, потому что это игра панская. А во-вторых, потому что это действительно было ему неприятно. Потому что его судьба разыгралась картой. Ну, а Франко просто не любил карты. Ну, то есть, там есть несколько как бы таких досужих мнений. Я их читал, но я их не буду даже озвучивать, потому что мне они не кажутся, ну, близкими к действительности. То есть, поговорим об игре. Большинство людей скучные. Они играют в игры, которые по правилам, даже если играют, да. В игры без правил играют очень мало людей. Они считаются непонятными, мутными, рисковыми, авантюристами или преступниками даже. Игра единственным смыслом жизни, который не подлежит никакой оценке и не имеет меры. Игроки сами определяют свои меры в игре. Причем игра лучший способ работы и досуга вольнодумцев и инакомыслящих. Причем есть очень большая несправедливость. Она с непонятным происхождением. То есть некоторые народы любят игру, некоторые нет. А мужчины больше игроки, нежели женщины. Почему? По меньшей мере, с момента раскрепощения женщин, да, во второй половине 20 века, непонятно почему во многих играх большинство мужчин. Ну, никто не ставит, ну, как бы, такие препоны же. Не идут. Ну, им не нравится. Вот мы с Олей говорили про это. Она говорит, ну вот, есть как бы игры, в которых там женщины лучше мужчин, или там они большинство. Там матримониальные, сексуальные игры. Я говорю, ну, наверное, но только мы же учитываем, что, ну, как бы женщины смотрят на это по своему видению, по своим правилам. То есть женщины думают, что если как бы женщина применяет всякие свои хитрости, то это игра. То есть они не учитывают, что у мужчин тоже есть свои хитрости и тоже свои, и это тоже игра. Поэтому тут говорить, что женщины, ну, в общем, сложно найти вот те игры, где женщин больше. Почему так, непонятно. Вроде как бы иномерность, это же как бы всех интересует, да, всем любопытно. Но кажется, что нет. Точно так же некоторые группы любят играть, некоторые нет. Да, там дети больше играют, взрослые по мере взросления как бы меньше. И дети играют игры по правилам, игры без правил. Взрослые как бы их приучают играть по правилам. Ну и так далее. То есть есть в играх масса несправедливости. Ну и как бы давай сделаем с тобой, ну, разминку. Да? Ответ женщини, Марія Тановицька пише. Да. А в грі занадто багато непередбачуваності, а жінка тяготіє к передбачуваності. А почему? Ну, то есть, почему? это, ну, как бы, это, я тоже так понятно, считаю. почему. Да? А почему? Ну, потому что женщина у женщин это связывалась с репродуктивной функцией. Раз. То есть нежелательная беременность, нежелательно. Не, это сквозь призму афоризма Ницше можно. Да. Что все в женщине загадка, но все есть одна разгадка. Беременность. Да. То есть через эту функцию раскрывается женский мир, потому что вокруг этого все выстраивается, даже если женщина не рожает.
И поэтому все, что связано с репродуктивной функцией, оно предусматривает большую ответственность, предбачивались для того, чтобы эффективно как бы сыграть свою функцию. Могли бы быть игроками, да? Потому что, не знаю, нет феминитива к игре. Игрок, и вот игрок это он, да? И как о женщине сказать? Смотри, child-free это боковая ветка относительно как бы базы, да? Да, я же говорю, ну то есть как бы в этом направлении я могу думать, но я не могу понять, почему это так. Угу. Да, почему вот женщины любят нормативность, как бы прогнозируемость. То есть тут есть вопрос. Да, давай разомнемся, да? Что такое Украина как Иран? Ну, давай пойдем с тобой по сделанному уже нам с тобой эфиром методичка для президента. Итак, игра Кучмы. Создать олигархов, коррупционеров, противоставив их националистам или подружив их с националистами, как-то пытаться удержать равновесие, чтобы в солидарном состоянии как-то осуществлять проекты преобразования Украины. С Россией тоже игра, там в энергоносители, в ядерку, во многие моменты. Что на кону? Промышленность, ВПК, технологии, наука, интеллект, которые пытаются сохранить. Пытаются, плохо получается. Ну, что ты можешь добавить? В чем игра Кучмы? Смотри, я убрал бы националистов, потому что они не были для него проблемой. Они были абсолютно... Точно! Они были абсолютно... Они были частью допустимой игры. Да. Они были абсолютно управляемы, абсолютно... И более того, сам Черновол, он не хотел брать власть. Конечно. Когда была такая возможность, он от этого ушел. Конечно, именно. Вот обрати внимание. Да. Именно, я же это было понарошку. Да, он удерживал равновесие. Ну или, как бы, ситуация еще позволяла ему удерживать равновесие. Игра Ющенко. Склониться на сторону националиста, дать переиграть себя олигархам, создать круг любых друзей, как доминирование коррупции и разрушение солидарности. Вот именно этот вот момент. И что еще? Разрушение отношений с Россией. То есть при Ющенко впервые рушатся нормальные игровые отношения с Россией, которые удерживал Кучма. Что на кону? Смотри, даже есть четкая дата, когда это произошло, окончательно и бесповоротно, на текущий момент. Да. Это был тот момент, когда Путин приехал в Украину договариваться по поводу ГТС и создания консорциума в 2005 году, и Ющенко сказал нет. То есть должен был создан консорциум в составе там Газпром, Нафтогаз и в Германии, не знаю, как там у них называется, вот, и должен быть решен вопрос трубы. Ющенко отказал, и после этого в 2006 году принимается решение по поводу северных потоков. Вот это был момент, поворотный момент в современных отношениях. Смотри, что возникает новое. Ющенко ставит на кон ресентимент и порождает русофобию. Вот это все при нем. Это все возникает при нем. Промышленность, ВПК, наука, интеллект снимаются с кона. То есть вот при Ющенко становится понятно, что вот этого всего не будет уже. И смотри, в экономике происходит раскрытие экономики. Раскрытие в том плане, что заходит транснациональный капитал. Вот, они начинают формировать правила игры под себя, используя лоббистские инструменты в виде тоже нашей Украины и так далее. Потом при Порошенко они это делали, соответственно. И Украина она как бы начинает потрошиться. То есть создаются условия для потрошения Украины всеми. И русскими тоже, потому что русские уже начинают и тут появляется Янукович, игра Януковича. Склониться на сторону России, позволить России разрушить промышленность, ВПК, науку, интеллект. То есть Янукович просто продолжает в каком-то смысле игру Ющенко, но уже в интересах России, чтобы наворовать и убежать в Россию. Таким никчемным президент Янукович и войдет в историю. Ющенко и Янукович создают маятник проукраинского и пророссийского трайбализма. То есть вот после них, вот так вот, смотри, Кучма как бы удержит равновесие, Ющенко Украину, Янукович как бы Россия, Порошенко Украина, ну и так, то есть начинается маятник. Смотри, игра Порошенко. После российского Януковича, понятно, про украинский Порошенко, притворяясь патриотом, пытаться вести бизнес и войну с Россией, используя бизнес для войны и войну для бизнеса. Порошенко намного опаснее для Украины, нежели Янукович. Янукович смог объединить украинцев против себя и тем самым создать квазисолидарность. Однако Янукович выступил явно как враг Украины, уже как бы и убежал в Россию. Порошенко тоже сумел объединить украинцев против себя, но сумел удержаться для национал-патриотов как свой. Этот парадокс привел к расколу Украины уже внутри широкомасштабной войны 22 года.
Вот как бы его игра. На кону у Порошенко солидарность Украины. Он расколол общество, фактически добил ВПК и склады с боеприпасами перед войной. То есть вот это его игра. Намеренно он это делал, по глупости он это делал, из-за того, что был барыга, из-за того, что не понимал. Ну, как бы это уже все вторые вопросы. То есть суть игры вот в этом. Можешь оправдать, прокомментировать, возразить мне, раскритиковать. Ну, я согласен. Я согласен в том, что он, по большому счету, смотри, на самом деле они все использовали, начала как бы с Ющенко, они все использовали вот эту как бы маятниковые вот эти темы, да, как ширму для того, чтобы реально как бы пилить экономику для того, ну, то, что было, как бы распиливать активы между своими, как бы там, да, вот. Я уже, это как бы вот феномен трех наебок, как я говорил. Да. Вот это же третья как бы наебка со стороны украинской элиты, которая на самом деле, они начали эту игру в интеграцию НАТО, в ЕС там, и так далее, и так далее. Это все было как бы в кавычках, потому что на самом деле никакой евроинтеграции там, и евроатлантическая интеграция не осуществлялась по факту. То есть они принимали какие-то законы, эти законы запутывали существующие законы, как бы, да, и в результате это было бесконечное топтание, значит, на месте, и при этом абсолютно не учитывались все те факторы, которые вот сейчас раскрылись для большинства украинских обывателей, что, оказывается, значит, не готовы принять. Германия там по одним причинам, там Нидерланды по другим, Штаты по третьим, Франция по четвертым, там, и так далее, и так далее, и так далее. И получился, что весь этот лихой маневр, который в 2004 году начался, с хорошими, как бы, ясными целями, что вот мы должны стать частью этого евроатлантического, европейского сообщества, он заканчивается пшиком, потому что... Да. Он же еще и Конституцию эту всю хрень закрепил. Да. Он заканчивается пшиком, потому что оказалось, что пшиком оказалось и НАТО, что проблемы оказались у Европейского Союза. И НАТО, и ЕС, и многие вещи оказались пшиком. Да. И все это, но все это за счет той реальной цены, реальными жизнями, реальной экономикой, как бы разваленными активами, промышленностью, всем остальным образованием, которые мы заплатили за иллюзию, которая поддерживалась для того, чтобы элита могла просто как бы распиливать вот то, что получила после совка. И вершиной этой иллюзии был Шустер. Шустер как... Шустер пространство и Шустер, да. Я не говорю о человеке, я не говорю о Савике, я говорю о Шустере как информационный шум. Ну, мы же тогда с тобой произвели это представление, Шустер пространство. Да, мы разбирали. Смотри, игра Зеленского. В общем, он приходит с благой целью вернуть солидарность Кучмы. Помнишь, был такой мем, который вдрызг раскатали порохоботы. Какая разница? Помнишь? Он же пришел на это, он же пришел всем сказать, ну какая разница, ну давайте жить дружно. А дружно уже было нельзя, общество уже было расколото. И ему эту какую разницу? Утром, днем и вечером, ночью и днем. В хвост и в гриву, какая разница? Есть разница, все есть разница. Вот есть правильные украинцы, есть... И пошлось-поехало. И доехала до войны. Итак, игра 22 года. Украина показала себя как военно-политический игрок мирового уровня с солидарным фронтотыловым действием. Мы отвоевали части территории, реноме по всему миру. То есть, как бы 22 год это за нами. Это за нами. Игра 23-го почти года. Чистую. Чистую, без всяких. Русские люди просто как идиоты со своими этими колоннами, которые идут сотнями, непонятно и куда идут и исчезают. Вот как в тумане каком-то. Игра 23-го. Поскольку Украина оказалась полностью зависима от западных поставок военных ресурсов, финансовой геополитической поддержки, в том числе защиты от ядерной войны, что постоянно, ну, как бы, о чем постоянно молчат и пытаются не учитывать. Политика стала доминировать над военной стратегией. Мы проиграли Бахмут, который создали как мировой мем. Затем мы попытались отыграться за Бахмут, распылили силы на два главных удара, но это уже как бы позже, да, и проиграли. Смотри, что является базовой характеристикой, что ты говоришь? Отсутствие маневра.
Да. Мы начали проигрывать в тот Да. момент, когда мы перестали маневрировать. Точно. И когда мы исключили, это как сегодня я с одним из офицером говорил, там сейчас есть проблема на одном из участков фронта, вот, и он мне говорит, ну вот смотри, ну вот я вижу, как это повторяется уже десятки раз. Вот там сейчас там несколько рот под угрозой окружения оказались. И, собственно, говорит, вот я после войны об этом буду рассказывать везде, на каждом углу, потому что, говорит, это просто вот тупо, постоянно воспроизводится. Отсутствие маневра. Вот смотри, а сейчас мы в одном абзаце, я попытаюсь это описать. Внутри Украины по многим причинам. Из-за давления Запада, из-за компрадорской деятельности западных коррупционеров, берущих гранты USAID, и внутренних коррупционеров, деятельности национал-патриотов, раскалывающих общество, происходит разрушение солидарного общества. Один известный как бы журналист пишет, что у нас нет тыла, тыл у нас Запад. Ну типа вы козлы вонючие. Ну вот как бы я до сих пор ему простить не могу. И разрушение военно-политического единства власти. Залужного уходят, волонтеры проседают, фронт деморализуется. Вот игра 23 года. Игра 24 года. Началось ограничение военной помощи с Запада, возобновилось продвижение России на фронте в Украине. И давай посмотрим на мой пост от 14 года. Ой, господи, от 14 августа 2024 года. Понятно, что пост касался блестящей нашей операции захода в Курск. Ну, в Курскую область. Ну, что я написал. Которая опять-таки была чем? Маневром. Маневром. Да. Наш гениальный маневр. И тогда, буквально через несколько дней, я пишу пост. Усіх уже замучило питання, що то за дії ЗСУ навколо Курська. Це друга, бо вона про оборону і спасіння від поразки. Шоста, бо вона про напад і можливу перемогу. Чи може 36-та стратегема, бо вона нібито найкраща, але лише відсуває вирішення питання війни. Отже, 36 стратегем Древнього Китаю. Друга, взяти в облогу Вей, щоб урятувати Джао. Шоста, підняти Бучу на сході, щоб напасти на заході. 36-та, втеча найкраща стратегема. Тобто, это мы для обороны, это мы для последующего наступления, или потом мы бездарно уйдем. То есть по итогу, что оказалось? 36-я. Да. 36-я. То есть я тогда ставил этот вопрос. Ребята, у вас есть игра? Молчание. У вас есть игра за этим? Молчание. И все слили. То есть маневр-то был неплохой. И использовать-то его можно было гениально. Ну, вот как можно было использовать. Но из-за отсутствия, во-первых, хорошей, сильной игры, из-за раскола, ну как бы из-за не... Ну потому что раскол был предыдущий, но как бы нынешнее военное руководство так не хочет уже, да, как бы говорить, что война это дело военных стратегов. Нет, пошли по политической части. Ну вот вы получили чисто политическое ведение войны. И вот мы в ситуации. Внутри Украины государство умирает, общество разрушается, антипутинская коалиция становится пассивной. Игра 25-го. Понятно, связано с приходом нового президента. США. Да. Мой пост от 20 января. До вечора, до початку інфодемічного шторму слухаємо Cure24 Song of the Last World. Пісні втраченого світу. Ще є час поностальгувати. До сих пор. Уже третій місяць, да? Трампозрада продолжается. И фактически у нас до сих пор нет представления, что за игра происходит. Такое количество комментариев не было ни после прихода ни одного президента. Такого количества комментариев не было ни по поводу никаких переговоров. Мы в прошлый раз, конечно, попытались разобрать эту революцию Трампа. И как бы, ну кто хочет, может посмотреть этот эфир. Да, пятничный. Но вот именно то, из-за чего появилась моя вот как бы вот эта вот попытка поговорить об игре. Итак, Зеленский приезжает и ему говорят, что у вас нет сильных карт. И он отвечает, что я не в карты сюда играть приехал. Ну смотри, что тут меня напрягло сразу же. Ну, я уже говорил, да, что игра может дать преимущество, которое ты ни в одной борьбе, ни в одной войне не получишь. Причем, заметь, Венс и с Трампом ему постоянно об этом говорят, что у вас лет козырей. Они в игровой ситуации находятся. Ну, давай об этом более подробно поговорим. Кучма блестящий преферансист. Да? Он играл в преферанс и любил это дело. Все последующие наши президенты,
о них неизвестно, любили ли они какие-либо игры. И хороши ли они в них. То есть мы имеем дело с президентами, не игроками. Мало того, которые еще и плохо относятся к игре. Потому что, да, мы можем сказать, что Зеленский, он игрок на сцене. Но это именно тот вид игры, где ты играешь по прописанному сценарию. Где ты не можешь импровизировать. Где ты, или импровизируешь в неких рамках, да? Где ты не можешь сыграть не по правилам. Где ты не можешь выйти за пределы. Вот меня именно это напрягает. Итак, Зеленский спорит с Трампом. Да, я в карты не играю. Но я бы сказал так, уважаемый президент, если Родина требует играть, играй. И если у нас так сложилось, то можно играть в карты, в нарды, в классы, в скакалку с девушками скакать. Если Родина говорит играй, играй. Потому что это и есть твоя работа. Тебе говорят в карты, садись, играй в карты. Тебе говорят в шахматы, садись, играй в шахматы. Так устроена судьба любого президента или обязанность. Ты должен сыграть в любую игру, которую тебе предложат. В любую. Что это такое? Приехать и сказать, я с вами в карты не играю. А если на кону твоя страна, и тебе надо выиграть, ты должен играть. Ты должен играть. И если за тебя играет Бог, ты можешь выиграть, даже не умея играть в карты. Потому что когда речь идет о судьбе страны, за этим Бог присматривает. Ты не можешь отказаться от этой игры, ты должен сесть и играть. И вот я на него за это обиделся. Нельзя отказываться от игры, когда тебе предлагают играть. Особенно, когда речь идет о судьбе страны. Нельзя этого делать. Смотри, он же на самом деле играет. Это же просто был, я думаю, риторический оборот в том контексте, да, потому что вот он сейчас с Макроном встречается, сейчас будет пресс-конференция там, да, и прежде чем он приехал в Штаты, он о чем-то говорил в Британии с бритами, потом вернулся, опять с бритами говорил, и не только. То есть он ведет свою игру, он ведет. Смотри, Юр, все было не так. Я просто это иначе вижу. Чтобы ты просто знал, что его убалтывали всей Европой, всем миром, включая британского монарха, а играть его обучил советник британского премьера. Он мне тут где-то есть. Его кого? Зеленского? Да. Это же не Зеленского игра потом была на переговорах. Это он рассказал, что если, советник британского премьера, где-то у меня тут есть, я наведу и тебе скажу, что если вот так и вот так, то вы их ставите на растяжку, и тогда у вас вот такие ходы. То есть, оказывается, у нас нет этой школы. У нас нет института, который может это все просчитывать и его проконсультировать. У нас нет таких людей, которые могут ему рассказать, как сыграть в этой ситуации. Но ты вдумайся. Страна в ситуации выживания, угрозы существования, а президент вообще играть не умеет. То есть мы в очень плохой ситуации. В отвратительной. Зафиксировали. Почему Украина не игрок США? Да? Это ж простой такой вопрос. Украина принципиально отказывается играть с учетом мировой ядерной войны. США обеспечивает Украину гарантией безъядерности конвенциональной войны с начала 22 года. Нас всех убедил Арестович, пока его еще очень любили и ему доверяли, что ядерный удар это фигня, ударят они, что. Но это лишь при условии, если у тебя есть штаты, которые обеспечивают гарантию, что по тебе не ударят ядеркой. Но это работает внутри нас. Но это не работает для Соединенных Штатов, потому что они оказываются под ударом, под риском начала ядерной войны. Они ему публично это говорят, а он ничего не отвечает. Он делает вид, что этого не существует. Ему говорят, что парень, ты ведешь страну к ядерной войне, услышь. А он говорит, нет, судьба страны очень важна, и вы должны это... Ты вообще про что?
Парень, ты должен как-то на это То отвечать. есть смотри, твои слова на самом деле о какой логике? Что президент, когда ты находишься в ситуации переговоров, то ты должен учитывать, что совокупность интересов всех остальных стран мира, США, Китай и еще 200 стран, которые там есть дальше по списку, она, в принципе, находится ну, как бы неравноценно той рамке, в которую ты продаешь. Мгм. И поэтому, когда ты пытаешься расторговать судьбу Украины с судьбой мира, то ты априори обречен ну, как бы на поражение, потому что ну, мир в конечном итоге вынужден как бы, там, вписаться в эту ситуацию своими интересами, и проще расторговать тебя, чем, в принципе, всем рисковать вот в эту ядерную эскалацию. Кстати, то, что вот Караганов в последнем интервью BBC как бы тоже показал, что они это прекрасно осознают, они прекрасно понимают, как в это играть. И Ну, раз ты завел Каранова, давай скажем. Итак, он считает, что лучшим результатом исхода войны это капитуляция Украины. Каранов так Нет, считает. стоп. Да-да. Капитуляция Европы. Караганов сказал, вот тезисы я вчера выписывал дословно. Европа моральный мусор. Третий тезис у него был. Значит, мы воюем не с Украиной, а с Европой. Второй тезис. Причем там противоречие, он говорит, нам не надо захватывать, мы там хотим торговать и все остальное. Вот. Поэтому для нас главным как бы для нас желаемым итогом войны является полная капитуляция Украины и Европы. Это то, о чем я тебе говорил. Полная капитуляция Украины и Европы. Да. То, что останется у Украины, будет демилитаризировано. Вот Смотри, что я считаю самым лучшим результатом окончания войны. Поражение всех сторон. Поражение всех сторон. Поражение России, поражение Европы, поражение Украины, поражение США. С сохранением некоторой позиции Китая. Это лучший исход. Почему я так считаю? Потому что, возможно, это позволит нам выйти на какой-то диалог в каком-то ином дискурсе. Как-то переосмыслить и построить гуманитарные отношения. Вот я сейчас подведу к этому, потому что у меня есть масса тезисов. Но поверь мне, капитуляция Украины и Европы не то, что не лучший, а один из худших исходов этой войны. Потому что Россия думает, что вот капитулировала и все так, как раньше. Капитулировавшая Украина — это ворох проблем не только для Европы, но и для России. Это во-первых. Она же не будет способна ничего сделать и с теми территориями, которые оккупировала. Ничего вообще. Капитуляция Европы — это проблема в том числе и России. Потому что это беженцы оттуда, это необходимость участвовать во всем этом. А у России нет такой способности даже по отношению к своей территории. Ну, мне кажется, ты преувеличиваешь в том плане, что Караганов же в том числе там об этом говорит, что нам типа не нужно их завоевывать, нам нужно сломать моральный, что он подразумевает под капитуляцией. Там есть абсолютно четкая цитата. Давай. Четвертый тезис. Давай. У меня на телеге, у тех, кто не видел, я советую посмотреть. Там короткий кусок, 6,5 минут, по-моему. У меня в телеге вчера выставлял ссылку. Четвертый тезис. Мы должны сломать моральный стержень Европы, то есть даже не население Европы, а элиты европейской. То есть вот как бы у него про капитуляцию это вот это. Что означает сломать моральный стержень? Это означает сломать стремление к субъектности, которая позволяет тебе обозначить конфликт интересов. Смотри, вот Европа импотентна. У нее нет никакого морального стержня уже давно, больше 10 лет. Что он хочет сломать? Смотри, на самом же деле то, что говорит Караганов, это ширма. Конечно. Ширма в каком плане? Поскольку они находятся в ситуации пакта Молотова-Риббентропа, когда они вась-вась начинаются как со Штатами, то им необходимо перенести ответственность за войну со Штатов на Европу. И вот что они как бы сейчас и делают. То есть он на самом деле не может сказать, что это Штаты, как бы Штаты ответственны. Смотри, как бы, вместе с ними. Там, вот поэтому вот это непонимание, смотри. Нам нужно субъектное в гуманитарном плане Европы и субъектное в гуманитарном плане Украины. Только это для России будущее. Во всех других случаях она столкнется с внутренними проблемами и с внешними проблемами. Это для нее намного хуже. Намного хуже.
Ну, то есть, смотри, он еще на самом деле в этом шлет, точнее, не он, потому что это не он же говорит, это Кремль говорит. Они шлют месседж Европы, что ваша попытка субъективизироваться и встать на сторону Украины там, единым фронтом, вот, она приведет к тому, что и мы, и Штаты будем вас наказывать. Потому что вы нам не нужны как субъективизирующаяся субстанция. Там, да? И, смотри, что должна сейчас сделать Европа? Ну, предположим, Европа захотела выполнить, вот все точно так, как Караганов описал. Что она должна сделать? Снять санкции? Она должна отдать Украину, она должна не вводить санкции, она должна пустить их на свой рынок, причем и американцев, и русских, под аккомпанемент договоренности американцев и русских по поводу раздела сфер влияния внутри Европы, то есть проводится ее дальнейшая десубъективизация, то, что говорил Путин по поводу 1997 года. Смотри. Это то, что я описывал в предыдущем эфире. То есть превращение Европы в цыганский табор. Да. Что она тогда будет в таком случае у них покупать? В России? Она станет нищей, она не будет интересна России. Через какое-то время. Но на это уйдет там 20, 30, не знаю, там 40, 50 лет и так далее. Это гораздо быстрее. Они смотрят на них, на европейцев, и американцы, и Штаты смотрят на европейцев как на сырьевую базу, которую можно еще какое-то время использовать. Вот теперь смотри, давай поговорим здесь о теориях игры. То есть Россия очередной раз хочет сыграть в игру с нулевой суммой. Да? То есть мы выиграли вместе со Штатами, Европа проиграла, Китай за нашей спиной тоже выиграл. Так не будет. Угу. В этой ситуации игра с нулевой суммой при высококонъюнктивном мире ударит по победителям гораздо больше, чем по побежденным. Как Версальский договор, кстати. Абсолютно точно. Это во-первых. Во-вторых, смотри, что у нас тут получается? Получается, что мы не просто не игроки. Не игроки, это ладно. Предположим, ты не игрок, а ты лох, да? Лоха учат. Ты знаешь, как учат лоха? Лох же ничего не понимает. Ты ему говоришь, давай, что ты из себя представляешь. Он начинает делать, и ты видишь, что он лох. Как учат лоха? То есть, как его мотивируют? Во всех культурах, во все времена, при любых идеологиях, только один способ – унижением. Потому что лох вертлявый, если ты его не унизил, он, как вот украинцы привыкли, они будут говорить про то, что они победили. Чтобы выбить из себя дурь, что ты победил, ты должен быть явно, публично, непосредственно унижен. Что ты, сука, даже рот не мог открыть и сказать, что я победил. Потому что просто дать тебя филигранно проиграть не получится. То есть, и Россия так действует. То есть, чтобы была понятна игра России. Россия играет в игру с нулевой суммой. И она не просто нас хочет победить, она хочет победить с унижением. Какой выход из этого? Начать играть. Первое, что мы должны сделать в этой игре, перестать играть через посредника. Самая худшая игра – это игра через посредника. Почему? Потому что посредник берет за посредничество очень много и не дает тебе ничего. Угу. Это то, что сейчас, очевидно, нам пытается показать Соединенные Штаты. Угу. Вот это первое унижение. Это унижение посредничества. То есть вы никто. А как мы стали никем? Мы взяли и ресентимент внесли в закон. Ах, раз вы так с бучей, то мы с вами на 1 гектаре срать не сядем. Хорошо, будем унижать. Зачем вы сделали шаг, который лишает вас маневра? Угу. В чем смысл? Это как с НАТО ЕС Конституция. То есть это охренительная глупость. Немедленно отмените этот закон, который запрещает вам выйти из всех посреднических схем. Играйте с Россией напрямую. Да, закрыв глаза на все то, что играйте напрямую. Переиграть тогда есть шанс. Смотри, то есть логика, наверное, такая, да, что игра с Россией напрямую, без Штатами за спиной, приводит к тому, что ты можешь оказаться с Россией 1 на 1, что приводит к тому, что нас раздавливают. Нет, нас не раздавливают. Потому что мы
продолжаем сопротивляться. Играть с Россией напрямую, это не значит плохо относиться к Соединенным Штатам. Угу. Это значит продолжать Соединенным Штатам получать помощь, предлагая им, что там, вот редкоземельные металлы, хорошо, металлы, да, все предлагая, вы продолжаете помощь. Мы фактически но платим. исключив посреднические услуги. Угу. Да. Но говорить напрямую и играть напрямую. Игра через посредника в 1000 раз ухудшает твою ситуацию. 1000. Потому что ты как бы каждый раз пропускаешь шаг, потому что ты побежал к посреднику, согласовал, посредник учел свои интересы, и ты постоянно пропускаешь ходы, ты постоянно запаздываешь, ты постоянно не можешь реализовать ни одну свою задумку, ты не можешь перехитрить никого, потому что посредник видит все твои хитрости и их обнуляет. То есть ты не игрок, в принципе. Чтобы стать игроком, надо играть напрямую. Нравится нам это, не нравится, надо играть напрямую. И со Штатами договориться, чтобы они нам продолжали помогать. И напрямую с Россией играть. То есть, а чтобы играть напрямую, это надо поменять масштабы игры. Надо поменять пространство игровое. О чем говорит Россия с США, да? Об Иране, о Китае, о как бы Европе, о том, как Северный поток. То есть, она в мире строит свою игру. Мы не строим в мире свою игру. Да? Причем не строим ее жестко, радикально. Вот, ну, вот давай как бы возьмем, ну, помнишь там в начале войны мы рисовали карты, как мы можем расколоть Россию. Помнишь? Да? Вот так, ставим простой вопрос. Да? Мы ведем мелкую игру. Ну хорошо, мы захотели играть по курсу хотя бы в отношении России. Да? Можно ли расколоть Россию? Можно. Но для этого нужно хотя бы работа где-то 10 разных структур. Я их сейчас перечислю. Институт нации и этноса в России. Институт внутренней политики России. Институт российской пропаганды и контрпропаганды. Институт внешней политики и геополитики России. Институт экономики России. Институт исследований российских ресурсов. Институт разведки в России. Институт российской философии. Элит. Институт российской культуры и элит, Институт российского права. Вот имея этих 10 институтов, можно серьезно ставить вопрос о расколе России. Можно. Да. Мы это сделали? Нет. Я знаю, например, что там как бы у нас вообще есть про Национальную академию, то есть как бы в интернете упоминается, что при Национальной академии наук есть Институт России. Ну понятно, что он не работает и никого сегодня он не особо интересует. Есть волонтерская деятельность Владимира Грызка. Вот, просто потому, что он меня приглашал на эти заседания. Что там делает по этому поводу Академия наук Украины? Какой у них там Институт России? Никто об этом не знает, никаких публикаций об этом нет. И возникает вопрос. И как вы собираетесь расколоть этого монстра, не имея никаких институциональных инструментов для этого? Как вы собираетесь это сделать? Чем вы будете играть? Чем? То есть, это же простая вещь. Ты хочешь сыграть, да? У тебя должны быть какие-то инструменты этой игры. Какие инструменты? То есть, вы всерьез думаете, что как-то само собой получится? Это же не серьезный подход, мне так кажется. Я краса на солнце. Я с тобой здесь абсолютно согласен. Да, вот тут у меня... Джонатан Пауэлл. Вот советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл, который просто дрессировал Зеленского, объяснял ему, почему и как надо играть, и в чем интерес Украины. То есть, переговоры через посредника губительны. Так. Итак, смотри. Украина не ведет мировую игру. Но это как бы полдела. Что делать с войной? То есть вот сейчас есть два лагеря, да? Одни считают, что нужно дальше воевать. И показывают социологические исследования, ты там с них смеешься, да? Другие считают, что не надо воевать. Это действительно игра. То есть как бы, ребята, в чем проблема? Что значит воевать или не воевать? Если воевать, то как? Если не воевать, то как? Вот мы с тобой говорили о перемирии, я сказал, что оно необходимо будет, но это не мир. Это такой способ войны. Где сегодня разговор о том,
как провести перемирие как иную войну. Угу. Какая за этим война стоит? Что мы должны делать, чтобы использовать перемирие? Что мы будем делать? Вот в этом перемирии что мы будем делать? У нас же нет до сих пор, ну вообще никаких представлений о том, мы будем проводить выборы, не будем, мы будем проводить мобилизацию, не будем. Неважно, что говорит Россия. Мы как считаем, что нам делать? Угу. Вот оно как бы приближается, вот мы приближаем. А потом случится эти 30 дней, да, или 1 месяц. И что мы делать будем? Мы, вот когда начнутся 30 дней, тогда будем думать. Ну смотри, сколько усилий сейчас тратится на то, чтобы выторговать невероятную цену эти 30 дней. Что мы делать будем? Где план 30 дней перемирия? Ну, чуваки, вы серьезно хотите что-то, сделать в этой стране, ее сохранить? Или вы ее уже похоронили? Ну, хотелось бы понять просто. Причем, заметь, с российской стороны, они же, если они соглашаются на 30 дней, то они получают, они на эти 30 дней смотрят как на инструмент, который создает дальнейшее поле возможностей, раскрытие этих возможностей, да? Вот. Потому что, почему 30 дней, почему не 60 или не 100 дней? Почему 30? Почему только месяц, да? И русские, если это принимают, то значит они, в той логике, которая следует за 30 днями, они понимают свою выгоду. Ну, иначе бы они бы на это не соглашались. Правильно? Вот. Поэтому я здесь с тобой тоже согласен. Я уже не говорю про такие вещи, как что я провел 3 семинара. Я просто 3 семинара, да, через 3 года войны я провел 3 семинара с одним вопросом. Какова цель войны? Ни разу у меня не было целостной аудитории, которая могла внятно объяснить цель войны. Угу. У меня всегда происходил раскол. Не на 2 части, на 3, на 4. Перечисляю. Выживание Украины, украинизация Украины и массовый ресентимент украинцев против России. Наказание России за войну и компенсация Украины при сохранении России и распад России. То есть какая цель? Какую цель войны мы ставим? Алло, 3 года прошли. Какая цель войны? Выживание. А что такое выживание? Мы хотим, чтобы выжило что или кто? Украина до Днепра, вся Украина. Чтобы выжила инфраструктура, порты, суверенитет над морем. Что такое выживание? Выживание в качестве кого? Вот мы же уже не имеем, мы вступили в войну с энергетическим избытком, да? Сегодня у нас есть избыток энергии? У нас есть недостаток энергии. А? У нас есть недостаток энергии. Так. У нас есть недостаток сырья, угля, например, для металлургии. У нас есть потеря значительной части металлургического комплекса. А это означает, что у нас есть потеря возможности самостоятельного производства оружия. Потому что значительная часть оружия она производится из металла, который ты, соответственно, должен... Скажи, Юр, а мы вот в контексте нашего разговора про Иру, а мы хоть понимаем, что Украина не была колонией СССР, но она начала ее быть с 2014 года, потому что до этого Россия не применяла колониальных подходов. С 2014 Россия начала применять колониальный подход. То есть забирать территорию, забирать суверенитет над морями, забирать многие технологии, забирать многих людей, отбирать территорию и так далее, и так далее, и так далее. Что происходит сейчас? Потеряли доступ, суверенитет над портами, да? А сейчас, вот сейчас, на этой неделе, что происходит? Мы хотим передать суверенитет над атомными электростанциями. Зачем? Зачем вам превращаться в колонию штатов? Зачем? В чем смысл этого великого действия? Смотри, так это даже не колония штатов. Это просто передача. Одно дело, когда Пуэрто-Рико колония штатов, да, и все понимают, да, что в случае, если ты вторгаешься в Пуэрто-Рико, гипотетически, ты имеешь дело со штатами, да, вот. А в этом случае, это просто передача ликвидного актива, который будет на протяжении еще десятков лет, условно 20 лет генерировать, или как минимум 10 лет, генерировать, капитал, вот, как посреднику.
Ну, в этой ситуации. Все. Потому что мы же безопасность не получаем за это? Не получаем. То есть, что мы получаем? Мы получаем факт контроля над нашей энергетикой со стороны Штатов, и нам это якобы, ну, возможно, будут продавать, что это будет гарантировать что? Что Россия в будущем Смотри, на это ли нападет. Снова это смешной аргумент. Какой смысл войны, если вместо того, чтобы быть колонией России, мы становимся колонией Штатов? Вот какой смысл? Так мы не становимся колонией Штатов. А даже. колонией кого мы становимся? Смотри, мы становимся колонией, которую грабят, условно говоря, Штаты и Россия. На двоих. Ну так какой смысл войны? Да. В чем, я хочу понять, в чем смысл тогда? В чем игра? Ну вот я же хочу подумать, есть какая-то игра, вот, которую мы не видим, да, скрытая какая-то. И мы ее просто не понимаем. Ну, то, что я вижу, мне показывает, что мы только ухудшаем свое положение. 100%. Игра в войну. Вот игра в войну и игра в мир — это разные игры. Поскольку мы в войну не очень хорошо играли, ну да, мы в первой половине с тобой это разобрали, то игра в мир при длящейся войны — это особая игра, да? Это игра перехода от войны к миру. Как она происходит, да? Итак, Клаузевиц. Война — это продолжение политики иными средствами. Да? Известное изречение. Прекращение войны, если нет явной победы одной из сторон, это изменение политики иными средствами. Это, ну, как бы это моя формулировка. Да? Изменение политики иными средствами. Иначе ты не выйдешь из войны. То есть, вот твоя политика, да, привела к этой войне. Ты как игрок, да, что должен сделать? Ты должен, ну, как бы, да, отступить от этого, посмотреть, что вот у тебя была политика, вот у тебя был определенный государственный проект, он привел к войне. Ты видишь, что эта война на измор, на уничтожение, на твое небытие, да? Ты должен остановиться и подумать, я должен поменять политику, тип государственного проекта, и как бы инструменты, институты, и попытаться выйти из этой ситуации. Мы хоть что-нибудь из этого будем делать? Ну, положим, ну, мы на собственные средства там разработали институцию, издали ее за собственные средства, распространяем, как бы показываем, можно иначе. Можно так, что это не предполагает войны. Но никому же это не интересно. Политика, которая привела к войне, длит войну, и та же политика пытается Украину вывести из войны. Ну, это же глупость. Чтобы дальше играть на последствиях войны и остаться в том статусе, сохранить тот статус, который был Нельзя должен. уже сохранить тот статус, ты будешь никем. Ну, это понятно, но это же я об иллюзиях. Да. То есть, смотри, на самом же деле здесь иллюзии, что элитные, что народные. То есть у элит как бы иллюзия продлить существование в том статусе, что невозможно, когда ты передаешь значительную часть активов, точнее говоря, остатки активов, стратегических активов под внешнее управление, по сути, то дальше возникает вопрос, ты как посредник, у тебя сначала появляется запрос на посредника на то, чтобы выйти из войны, а заканчивается с тем, что посредник становится хозяином или как бы хозяевами вместе с агрессором, когда вот. А ты превращаешься в посредника ненужного, и поэтому тебя просто как бы уберут. Смотри, вот Ющенко запустил вот эту всю злобу, ресентимент, и вот как бы она длится в виде русофобии и внутреннего ресентимента. Смотри, любая религия, там, христианство, иудаизм, ислам, буддизм, конфуцианство, какая угодно, говорит, зло и жестокость не преодолевается никаким, ни большим, ни меньшим злом и жестокостью. Ибо в конечном счете ведут лишь к смерти. Лишь мышление, игровое стратегирование позволяет сотворить жизнь. При этом жизнь не может быть для одной стороны войны. То есть, чтобы нам что-то поменять, мы должны, возможно, не прекращая войны, выйти на гуманитарный разговор. Ну, что мы имеем сегодня? С одной стороны, имперский проект, с другой стороны, националистический проект. Они столкнулись. И тот проекты тупиковые. Мы видим, что вот продолжение столкновения дальше — это смерть. Причем, ну, для обоих сторон это очень разрушительно. Надо выйти
в гуманитарное пространство и попытаться поменять и тот проект, и другой. Но это не внутри войны можно сделать. Это в некотором ином пространстве коммуникации можно сделать. Не через пропаганду. Не с участием Караганова и Дугина. Да? Это в ином гуманитарном пространстве. Но это, при желании это можно сделать. Иначе тогда как бы взаимное уничтожение друг друга. Поверь мне, России будет не лучше, чем Украине. Ей не будет лучше. Смотри, на самом же деле на Россию тот же самый Венс, вот, он смотрит, вообще как вот Венс смотрит на конфликт Украины и России, как на битву каких-то варваров. Да. Вот борются варвары, типа, Да. ты смотришь, и думаешь, так а нам-то что с этого, типа, мы их должны подоить. И, собственно, даже есть такая установка, что по итогу как бы всей этой ситуации американцы смотрят на использование России как такой же самой колонии. Дойной коровы. Да, дойной коровы, как и на Украине. Один в один. Просто потому, что обе стороны идиоты. Угу. Ну и смотри, и вот и интервью Караганова, это же просто смешно. То есть как бы Россия, теряя субъектность, теряя по всем направлениям ресурсы, представления, даже не пытаясь мыслить, хочет сыграть в игру с нулевой суммой. И заметь, Зачем? И заметь, Да. теперь это ты меня на важную мысль навел, что точно так же, как Украине потребовался посредник для переговоров, точно так же Россия использует Штаты как посредника. Точно. Это же обоюдоострая ситуация. Но поскольку они любят, чтобы кто-то был крайним, то у них крайним должна быть Европа и Украина. Ну, ребята, оно так не работает. Да. Оно так не работает. И сам по себе этот дискурс, который он, он выстраивается, он создает же им еще проблемы с Китаем и с Европой, по большому счету. Ну, смотри, во-первых, да, а во-вторых, это же та же тема. Украина не играет раз, играет через посредника два. Ну, то есть ее заставляет, не играет, заставляет играть через посредника два. Не понимает масштабной мировой игры. Угу. То есть вне ее нечто происходит. Она не понимает, что происходит, и даже не пытается использовать то, что можно спрогнозировать. Ну, то есть, смотри, мы же уже обнародовали, да? Не думайте о НАТО, не думайте об ООН. Пытайтесь построить иную архитектуру мира и занять в это место и что-то предложить. И Россия, и Штаты. Нет, мы не будем это делать. Мы можем создавать только мировой срач. Зачем? Ну, смысл в чем? Что вы в этом мировом сраче предложили? Там, Европе, США, Китаю, Индию, да той же России. Что вы предложили? Вот какие идеи Зеленский принес вот для мира? Не для своей нации, а для мира. Да? Какие фишки он может поставить на стол? Идет мировая игра. С какими фишками Украина туда приехала? Ни с какими. Нет идей. Вся идея... Украина должна победить. С чего вдруг? Как кто? Как ресурс для Соединенных Штатов? А какой смысл? То есть, какой смысл, что вы как бы, дополнительный ресурс для Соединенных Штатов? Что поможете им там на пару месяцев скостить долг? Ну, то есть, как бы, и в чем смысл тогда для Китая, для Европы? 2 снаряда в борьбе с Китаем принесем 2 снаряда из редкоземельных материалов. Логика такая. В этом смысле игра. Что за игра? Где взять игроков? Мы ж, смотри, так по большому счету. Я намекал на то, да, что вот как бы украинцы, не любят игру, плохо играют, но давай как бы посмотрим так. Вот литература и кино, да? Не может быть сложного игрового мышления там, где не показаны сложные игры в литературе и в кино. Вот смотришь, да, там как бы американский фильм, множество голливудщины.
Но время от времени появляются там мощные же фильмы, да, как бы с запутанным сюжетом, там «Число Слевина» или там «Револьвер» и так далее. То есть, как бы, и ты думаешь, блин, как люди могут мыслить, что у них появляются такие фильмы? И когда попытаешься почитать, ну не только украинские, но и русские книги, ты видишь, насколько примитивно все, насколько топорно, или, ну, как бы, или кино. Поэтому, если мы хотим научиться играть, просто вот хотим научиться играть, точно не надо читать ни украинские, ни русские книги. И не смотреть ни украинское, ни русское кино, потому что это просто разрушает мышление. Вот просто разрушает. Нельзя научиться играть. Вот если вы хотите, можно даже советские какие-то фильмы читать или что-то из советского, там хоть были вот зачатки этого, ну хотя бы фильм, да, «17 мгновений весны». Ну ты посмотри, какая плотная, мощная игра. Хоть один сейчас фильм такой может снять там Россия или Украина? Нет. Этого нету просто. Поэтому, ну, если мы хотим научиться играть, вот точно не надо читать ни украинскую, ни русскую литературу и не смотреть ни украинское, ни русское кино. Вот точно. Ну, я имею в виду современное. И ну, тут выхода, наверное, нет, потому что я помню еще как бы попытки в 90-е годы развернуть это сложное мышление, эти сложные хода. Но когда берешь и как бы, я же иногда смотрю и современную украинскую, и современную русскую литературу. И это просто какая-то разруха. Просто разруха в головах. Вопросы можно? Давай. Тут есть пару хороших вопросов. Пару суждений таких. Так. Цель війни – усвідомлення цінності республіки кожним, своєї ролі в ній, і тоді її перезаснування так, щоб надихнути як своїх солдат, так і партнерів у світі. Это цель политическая. Она с войной никак не связана. Потому что кто-то считает, что можно республику, а кто-то считает, що треба тільки націю українізовану з певними героями. И вот внутри солидарного общества это все возможно. В том обществе, которое сейчас, без воспроизводства хотя бы довоенной солидарности, никакая республика быть невозможна. Даже не довоенной, Кучмовской. Ну хотя бы. Ну времен да. Кучмы. Да, хотя бы. Потому тут нет. То есть, ну, это все равно как стать всем сильными, да, или чтобы Украина стала себе. Это же хорошая цель войны. Ну, это абстракция. Но с другой стороны, я вот смотри, подумал над своими словами, что такое кучмовская как бы там солидарность, да? Она же тоже как бы она была аморфная, как бы такая. То есть Украина это первые там 10 лет, или сколько это получается, он был 13 лет у власти, да? Что она же была такой достаточно аморфной, она себя обретала. Смотри, у нас же с тобой нет идеализма по поводу Кучмы. Конечно. Потому что мы считаем, что он как бы один из лучших игроков, но его же на Гангадзе тоже развели. Угу. Ну как дитё малое, ну развели, просто развели. Неважно, кто это был, развели. То есть при всем, что он был хороший игрок, и как бы у него же был опыт огромный в политике, но его просто развели. То есть он не делал, но он пытался хоть это делать, в отличие от всех остальных. Так, еще один секундочку, там еще один вопрос, точнее говоря, суждение. Синтез пишет. Нужна не игра, а работа над ошибками, значит, выявление закономерностей, построение моделей. Может даже не читать. То есть нужна не игра, а планомерная, ну как это обычно говорят, не надо новых конституций, надо просто выполнять имеющуюся. Не надо ничего выдумать, надо просто выполнять закон. Не надо никакие игры, надо просто воевать, добиваться своего. Да, это полностью опровергает тот тезис, который я сказал, что игра позволяет выскочить за то, что есть. Игра позволяет обрести некое иное, да, некоторые спонтанные вещи, условия, которых ты никогда в нормативности не увидишь. В этом же пафос моего эфира. И взять вот так вот, слить, что ты дурак, ничего этого не надо просто выполнять закон. Да, я дурак. И просто для иллюстрации твоих слов, что команда Трампа, она играет вот как раз именно. вот в это. Именно. С игроками надо играть.
Если вы с игроками придете выполнять законы, вы будете лохом. Угу. То есть команда же Трампа, она как раз выходит за пределы старой нормативности. Они формируют новые нормы. Именно. Ну, прошлый эфир этого был посвящен. Да. Посмотрите прошлый эфир, мы не будем повторяться. Щедолумы, да. Да, Щедолумы, мы там это более-менее детально все разобрали. Вот, поэтому у них своя игра. Конечно. Очень опасная, очень амбициозная, очень масштабная. Посмотрим, потому что у китайцев еще более масштабная, еще более опасная. И тут как пойдет. В чем игра китайцев? Во-первых, игра в том, что нам очень сложно понимать их игру. Вся западная игра у нас как на ладони. Мы ее просчитываем, она прописывается, она изображается. А вот игра Китая, она очень сильно скрытая. Мы обнаружим лишь постфактум, когда они куда-то пришли и уже что-то сделали. Они не кричат про свою игру. Они играют тихо. Можно даже сказать, что стиль китайской игры под столом. Ты никогда не видишь, что они делают. Ну почему? У них есть их вот конкретная их игра, это Го. Как? Го. Да. Вот. В которой они очень хорошо играют. То есть это мышление пространством. Для того, чтобы играть хорошо в Го, нужно мыслить пространством. Но те, кто не знает, что такое игра в Го, это вот в детстве, ну, во всяком случае, наше поколение в точке играло. Помните, вот это в точке вводить. Вот это на самом деле игра в Го. Только она там у них на доске ведется. Там, короче, это. Так вот, они играют в Го. Смотри, Юр, а что такое игра под столом? Вначале тебя учат играть на столе. Потом тебя учат играть под столом. Потом тебя учат связывать две игры на столе и под столом. И решать, где ты хочешь выиграть, на столе или под столом. Я понятно объяснил? Ну так вот китайцы так играют. И на столе, и под столом. Угу. Чтобы было понятно. Тут у них Го. Да? Тут еще что-то. И вот они могут выиграть здесь, могут выиграть везде. А могут и там, и там. Кстати, про китайцев скажу вам интересный инсайт. Мне рассказали, что после того, как USAID, значит, вот это все там прикрывают, это все дело, и закрывают это финансирование, то китайцы начали выходить на украинские медиа, которые находились на финансировании, с предложением профинансирования. Нам вас так жалко. Вы потеряли финансирование. Мы вам поможем. Да. Вот. Это по поводу того, как они играют. И вы об этом же нигде не слышали. Конечно. То есть, там а суслик есть, как в известном фильме. Ну, у нас некоторая часть общества сразу начала кричать, что вместо американцев придут русские. Не, хорошо, придут китайцы, и будут давать деньги. Это же вдвойне смешно, что деньги возьмут те, кто там десятилетиями брал деньги с USAID, там из западных фондов и кричали про демократию. Смотри, это уже про что-то другое. Это не про игру для страны, это не про игру для государства, это даже не про игру для наций. Это фиксация того факта, что мы имеем дело с корпорацией. Людей, которые используют государство просто как инструмент. Вот как... Что показала элита Украины в этой игре? Она показала великолепную способность играть в старую украинскую игру, нацарувати 100 рублей и втекти. То есть, безусловно, все патриоты, безусловно, все в вишиванках, всі люблять Петлюру Бандеру, всі говорять українською. Но просто когда меняется ситуация, оказывается, что они не здесь. И в этом смысле людей, которые готовы жертвовать, все-таки в Украине много, вот которые готовы играть за Украину, сложно, в неопределенности. По правилам и без правил днем с огнем не сыщешь. Переть в лоб и воевать, да, есть такие люди, готовы пожертвовать на миру. Есть. А вот игроков днем с огнем. Вот это проблема.
Жорж Олдман пишет. Вы приписываете Трампу и его команде слишком много интеллекта, а они сигналом пользоваться не умеют. Ну, это к вопросу об этом сигнал-скандале, который сейчас идет. Ну, как бы... Что значит мы приписываем? Дураки есть в любой системе. И суть системы состоит не в том, есть у них дураки или нет, а в том, что такой скандал мог случиться в Америке. А вот, например, в России он не может случиться, и в Украине он не может случиться. Вот это и есть разница, принципиальная разница. Да, тут же заметь, что редакция The Atlantic не просто обнародовала часть этой переписки, она уже обнародовала всю переписку для того, чтобы показать, что они не врали, и что самое главное, чтобы зрители и правоохранительные органы могли оценить, действительно ли есть ли там факт преступления государственного, потому что если... Там же в чем игра состояла? Те говорили, что вы почему в публичных мессенджерах обсуждаете государственные секреты? Да. Те говорят, да не было там никаких государственных секретов. Значит, это можно опубликовать. Да. Ну, они публиковали. Да. Вот, они же их взяли, то есть, смотри, это была игра, и так могут сыграть. Только средства массовой информации, которые столетиями так играют. Да? Насколько красивая была игра. Угу. Просто восхищаюсь. Ну, и они показали, что они же реальный институт. Что медиа реально четвертая или какая там пятая власть, там, что четвертая власть, это что они действительно таковой являются. Несмотря на все цезарийские там. Да, и ничего не меняет по сравнению с этим фильмом, где это играет, как его, моя любимая актриса, ну, где там они публиковали эту огромную расследование по поводу войны. Там же заказал, по-моему, кто там, Макнамара, по-моему, заказал расследование по поводу, насколько стратегия вьетнамской войны была, ну, как бы адекватна. И там провели расследование, там многостраничные, и что, как бы, они ошиблись. И было это расследование, и средства массовой информации ее добыли, и начали публиковать. И это недавно мы его просматривали. Вот. С тех пор ничего не поменялось. То есть они точно так же игроки. Заметь. Да? Масс-медиа все так же ведут тонкую, изящную, красивую игру. Угу. А может, медиа, которые на зарплате у USAID, смогут так сыграть? Ну, хотелось бы посмотреть, конечно. Потому что у нас, смотри, у нас же патриота убили. И заслали туда несколько десятков людей для расследования. И потом, когда одним утром Дмитро Гнап взял раз и рассказал, что делал этот патриот. Пропало. Везде пропало, везде, отовсюду. Все, никто не говорит про то, что это за патриот. Все. Мы же не хотим говорить, что это теперь за патриот. Мы же не хотим разбираться, как он был занят в воровстве, в унижении, в мордобое фронтовиков. То есть, все, мы же про это не говорим. Ну что это за игра? Ну, то есть, признайте свою ошибку, признайте, что есть такие патриоты, признайте, что это была ошибка посылать туда десятки людей, разбираться с этим, извини меня, воровским и бандитским патриотом. Ну, объявите про это, расскажите про это. А что не, а что так? А куда все вы пропали? Больше не говорите об этом. То есть, вот тебе игра одних и вот тебе игра других. Кира Найтли, это этот фильм, да? Не. Потому это что здесь спрашивают, что за фильм. Дьявол носит Прада, как ее главную героиню? Дьявол носит Прада? Главная героиня как? Я не помню. Я этих актрис забиваю. А сейчас я тебе обнаружу, найду. Я расскажу, о каком фильме я говорю. Так, вот Дьявол носит Прада. Вот это главная там актриса. Мэрил Стрип. А вот Мэрил Стрип еще играет... Энн Хэтэуэй там еще. Да не, я про Мэрил Стрип. Вот сейчас мы ее фильмы посмотрим. Там. Так. Угу. Ума Турман тут уже. Не, я все тебе скажу, я все найду.
Так что там еще с вопросами? Так, с вопросами еще. Вот еще такой интересный момент. Чекмарев пишет. Скандал с чатом в сигнале меня заставил задуматься о цене жизни. Пока ты спишь, жить тебе или умирать решает группа людей в мессенджере. Саша, я хочу тебя огорчить. Очень. Да, потому что это сплошь и рядом всегда было. Есть и будет, потому что, ну, как бы так устроен мир, что всегда кто-то принимает такие решения. И, ну, хорошо, приняли бы они не в чате, в мессенджере, там, в сигнале, а приняли бы просто сидя за столом. Что это меняет по сути? По сути, элита вот таким образом принимает решения. Там интересно, как они, кстати, обратил внимание, там же... Фильм называется «Секретное досье». В 1971 году, получив распоряжение документа Пентагона, владельца газеты «Вашингтон-Пост» Кэтрин Грэм, которую играет вот как бы вот это вот Мэрил Стрип, ее главный редактор Ред Брэдли вместе с коллегами из The New York Times принимают решение опубликовать скандальные материалы. И как бы весь фильм этому посвящен. То есть с тех пор ничего не поменялось. 71 год, 2025, ничего не поменялось. Они все так же тонко и блестяще играют. Там в этой переписке, кстати, там же, это насчет игры еще, да, там же тоже интересный момент, как нам объяснить, зачем мы бомбим хуситов, а скажем, что Байден и Иран виноват. Ну, так нормально. И заметь, это никого не... Ну, по большому счету, никого не расстроило. Никто, как бы, все понимают, что так политика и устроена, да, обвинять других. И, как бы, и ничего страшного не произошло, ничего катастрофического не случилось. Угу. The Hope пишет, это симптоматично, что такой ник и такое суждение. Грустно, что наша элита жалкая. Но грустно должно быть, что не меняются подходы к элите со стороны людей. Смотри. Тут же как человек говорит, жалкое, это же определение как бы некоторого отношения, да, что ее можно пожалеть, что понятно, что грустно не это. Грустно, что элита во время войны предала нацию, предала государство, предала свой народ. Причем не просто какая-то отдельная часть. Такое всегда бывает, всегда предатель. В основном вся элита предала. В основном. Она непонятно куда делась. У нас нет ни одного политически сильного игрока, который действительно бы собрал и, ребята, что делать, да? Никто этого не сделал. Никто. Никто не хочет сильной игры. Никто не выходит вперед, никто ничего не предъявляет. Вот это грустно. А не то, что она жалкая. Потому что она жалкая была ясно давно. Так. Еще вопросы давайте. Там выше было несколько. Юлия Шестера пишет. У нас вся страна играет, чтобы выжить, потому что закон не работает. Но власть играть разучилась, потому что ломает любые правила под себя и апеллирует к закону снаружи. А во что играют? В свой интерес. Ну так вот это не игра. Да. Игра там, где ты можешь поставить на кон любой интерес и выиграть что-то другое. Угу. Трансцендентное, неожиданное. Просто красоту, просто любовь, просто добро. Вот это игра. Игра, когда ты выигрываешь больше, чем поставил на кон. Вот это игра. А если ты играешь только в интерес, ты выигрываешь интерес. Все. Больше ничего. Угу. Вот эта привязанность к земле сыграла с нами злую шутку. У нас все разговоры, которые есть, это о земле, о недрах земли. И о том, что на земле. Больше ни о чем. Угу. Ни о небесах, ни о каких-то трансцендентных вещах, ни о благе, ни о любви, ни о чем таком. Только о земле, о том, что внутри земли и то, что на земле. Все, только об этом. Это знаешь, это вот как бы тоже такой момент вспомнил. Помнишь? В «Гардемаринах вперед» был момент, я не знаю, насколько ты помнишь, как бы или нет. Я не очень смотрел этот фильм, не очень его люблю, но... Там был момент, где Бестужев, они по поводу этих бумаг, которые выкрали... Это да. Я смотрел, но я первый сейчас смотрел, и да. Бестужев... то есть самое начало. Ну, первое, самое удачное. Самое удачное, да. Вот. И Бестужев там говорит по поводу Листока, который его визави был. И он говорит, что типа, я играю так,
чтобы для меня эти бумаги там типа как бы это по поводу России, потому что Листок, который против меня, играет прежде всего, он хочет стать новым. Сейчас я закончу. Он хочет стать новым Бероном, занять, ну как при Анне Иоанновне мне был такой персонаж. Он думает прежде всего о себе, а потом да, о России. Да. А я наоборот, да. Там вот. есть такая фраза. Да. Я это все к чему говорю, что у русских, несмотря на все вот эти вот ужас, который там связан с коррупцией, там всем остальным, но вот у них есть вот этот момент, связанный с тем, что если необходимо запрячься по поводу, там, условно говоря, национальной там стратегии, то все, вот как бы запрягли, взяли под козырек и побежали. Как бы. Кто-то в посадку, кто-то там в какое-то квази-Сколково, как бы там, да, ну, кто-то бегает по внешним площадкам, проводит переговоры там и ищет моменты, возможности, как можно договориться с элитой. Юра, это грустная вещь, потому что это уводит нас в очень неприятное рассуждение. Для России империя это и есть мир. Да. Поэтому они называют это русский мир. А вот для Украины нация это не весь мир. Так здесь вот я же не случайно это как бы этот эпизод вытащил, потому что в этом советском фильме фиксируется реально существующая имперская культура, воспроизводящаяся в голове элиты, потому что это же фильм по поводу чего? Он по поводу элиты юной, которая проходит через испытания. И... Ну, это для меня, Юр, для меня это больной вопрос, потому что я пытался, как бы 20 лет потратил на то, чтобы не империю создать, а попытаться вытащить на цивилизационный уровень притязаний. Ничего не получается. Не получается. У нас нет людей, которые способны играть в таких масштабах, в нескольких пространствах и с тем, что на кону, может быть, что выигрываешь нечто большее, чем на кону. Вот просто нет. И кому не приди, с кем не начни говорить, нет. Только понятное, только предмет, только то, что на выборах, только то, что на земле, ну как бы под землей и на земле. Все. Вот только что-то имманентное. И вот это есть проблема. Ну, знаешь, это опять-таки тоже, как я уже, по-моему, об этом разговоре говорил, что как с одним человеком разговаривал, он говорит, так вот эти же изменения, там, типа, как бы команда, которая будет делать, там, может попытаться сделать изменения, она обречена на провал, ну, в том плане, что завтра от нее все откажутся, как бы там, да, и народ, там, и элита, и поэтому это, типа, как бы такие камикадзе, и поэтому лучше подождать, потому что там следующий парламент, он будет таким промежуточным. Подожди. Но. Вот, я ему сказал следующее, что нужно смотреть от обратного, нужно смотреть наоборот. Потому что тот, кто начнет вот такие глубочайшие изменения и начнет давить на газ до упора вообще, безостановочно, тот возьмет все и выиграет все, потому что он поломает нормативку существующую, которая привела страну в полный тупик. И поэтому нужно давить на газ, и нужно вообще как бы не думать, ну, нужно, конечно, думать о последствиях, но нужно просто как бы отбрасывать вот эти все нормы старые и стереотипы поведения как в головах элиты, так и в головах населения. Потому что население пойдет за теми, кто предложит выход, а не теми, кто будет как бы говорить, вот, давайте сейчас успокоимся, как бы там ну, сейчас будут просто такие масштабные глобальные события, что все будут думать о том, как под этими обломками просто не похорониться. Знаешь, мне вот как бы в 2000, когда мы только начинали разрабатывать институцию, и вот многие говорили, что ну вот вы тут про свой общественный договор вот не взлетает. И мне это напомнило ситуацию, что ты, сука, строишь аэроплан, рядом собралась куча людей, привязали там свои телеги, все как бы привязали. Ты разбегаешься, они, сука, не взлетает. Ты решил, ребята, ну понимаете, чтобы взлететь, у вас каждом должен быть аэроплан. Он устроен, не-не-не, ты покажи, как летит. И при этом, ну как бы, попрочнее привязывается. Поэтому Сикорский великим авиаконструктором стал в США. Да. Вот это и есть как бы проблема, потому что, ну, чтобы взлетело, надо попытаться всем полететь. А если как бы, ну как бы два человека пытаются взлететь, а остальные как бы, ну при этом тырят бабки и как бы и делают свои дела, но оно так не взлетит. Да. Так. У большинства украинцев есть только одна увлекательная игра – жить от зарплаты до зарплаты. Так это в том числе и с этим связано. Ну, сегодня как бы все жестче. Как бы от вечера до утра дожить. Уже не от зарплаты до зарплаты. Так смотри, так это же прямое следствие. Прямое следствие. Это же прямое следствие этого подхода.
Вот. Если ты не смотришь на звезды, то потом звезды спокойно и холодно смотрят на твои страдания. Это, В общем, это ж прямая взаимосвязь. Не знаю, ты понимаешь, как бы сложно как бы игрокам убедить не игроков, что играть интересно. Это деятельность абсолютно бесполезная. Кто не играл, не поверит, что играть интересно. Пока не начнет играть. Угу. Правильная тоска. Правильно ли я понимаю, что понимание своих и чужих институтов лучше других позволит нам действовать наперед? Ну, как минимум. Как минимум. Хотя бы. Да. И что, да. Хотя бы. Это же все нормативка. Да, понимание нормативного позволяет вам что-то понимать. Но летать можно только если ты себе внутри, да, разрешаешь или допускаешь, что можно как-то иначе, нежели нормативное. Как-то иначе, нежели эти институты. Вот когда ты это допускаешь, ты можешь взлететь. Если не допускаешь, нет. Ты будешь очень хорошо знать, как работают институты, и ты будешь останавливать других. Ты куда? Не-не-не, вот институты так не работают, ты ничего не понимаешь. Смотри, здесь краина открытого кода спрашивает. Давайте запускать цикл бесед. Кстати, краина открытого кода, это, по-моему, Александр Мирошник, который чай нам как бы поставляет. Угу. Мы, кстати, его чай сейчас и пьем, цветочный, хороший. Так, и он говорит... Недавно ребята там вообще очень опасную дискуссию развернули. Где? Мы говорим про телеграм-канал «Нач». Угу. Я подумал, как бы не закрыть ли его для вступления многих других личностей весьма опасных, потому что там уже очень серьезные идеи начинают обсуждаться. Они развернули, а что если в Украине АГИ легализовать? АГИ это Artificial General Intellect, то есть как бы интеллект уровнем как человеческий. И по этому поводу сейчас во всем мире идет, во-первых, кто это сделает, и во-вторых, кто это сделает без осуждения мирового сообщества. И там ребята разбирали сценарий, что если Украина это легализует, какие преимущества, какие последствия. Это очень хорошая идея, но она очень опасна. Ее надо обсуждать в закрытом кругу. Для того, чтобы это легализировать, для этого нужно сначала иметь возможность иметь этот интеллект. Конечно. Потому что это же не просто иметь интеллект, это же иметь энергетику, иметь технологии соответствующие, иметь институты безопасности и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А там еще на полях говорят, кроме АГИ есть еще ASC, то есть как бы Artificial Super Intellect, то есть как бы интеллект, превышающий способности человека. Вот это уже опасно даже для тех, кто будет легализовать. То есть с этой штукой не надо баловаться, а то получим Skynet и... На данном этапе мы просто не решаем эти задачи. Конечно. Нет, смотри. Эти задачи решают американцы и Китай, Заметь, и Европа в меньшей степени. Вот это и есть та игра, которая сегодня происходит в мире. Угу. И то, что у нас хоть кто-то это обсуждает, уже хорошо. Да. Плохо, что представители всего политического сообщества просто не понимают, о чем я говорю. Вот это плохо. Скажем так, представители уходящего политического сообщества, назовем это так. Дай бог, дай бог. Значит, так, по этому поводу, кстати, очень хороший комментарий. Вот как раз буквально иллюстрация того, что ты говорил по поводу этого суперискусственного интеллекта. Чтобы играть в игру, нужно создать свое казино. А все эти красивые сказки про игры и возможность выиграть в конечном счете приводят к проигрышу. Красивые метафоры, но реальность несколько иная. Да. Хочешь выиграть у казино, купи себе казино. Угу. Иначе оно не работает. Угу. Придумай свое казино. Или придумай свое казино, да. Так. В Украине нет ощущения вечности впереди и позади, поэтому каждый старается успеть украсть. Кистрица наша. Не только вечности. Нет представления о бесконечности, нет представления о благе, нет представления о любви. Мы ж сознательно на протяжении всей войны отторгаем разговор о любви. Мы ж практикуем только ненависть, причем по отношению к России. Ты заметил? Так смотри, у нас ненависть, это практика не только по отношению к России, а по отношению друг к другу. Да, и по отношению друг к другу во-вторых, да. Более того, прежде всего относительно друг друга.
И все. А когда есть такое разделенное царство, то Давида и Темпора работают всегда. Что, в общем-то, пользуются, как бы, всегда пользовали внешние игроки. Ну, не только относительно Украины. Я тут написал пост, ну, совершенно такой, ну, как бы такой обобщительный. И когда я прочитал комментарии, я понял, что правильно я не пишу ни в «Украинской правде», ни как бы нигде, потому что это уже просто запредельно. Ну, то есть, как бы с психикой людей в Украине что-то случилось. Очень серьезное и плохое. Ну, ты еще учитываешь очень много ботвы. Реально, как бы, очень много. А содержательные люди куда делись? В депрессии? Ну, они просто уходят в внутреннюю миграцию. Ну, вот, да. Поэтому, ну, как бы, потому что все стараются заработать на трафике, а боты дают трафик. И поэтому, когда ботва начинает налетать, как бы, то вот в результате ради трафика теряется смысл. И все. И многие редакторы сознательно как бы получается, не что, чистят. Смотри, но при всем в Штатах могут выходить на содержательную игру, а мы не можем. Никак. Ни за счет чего. Так вот, я не дочитал. Краина открытого кода. Мирошник пишет. А давайте запустим цикл бесед по основным идеям институции, потому что там очень крутые прорывные идеи, принципы заложены, как по мне, они как раз сейчас очень актуальны. Ну, давайте, кто, ну как бы, мы уже сделали цикл и не один. То есть, если кто-то хочет запустить, запускайте и обсуждать. То есть, как бы, не надо, что тут ни разрешения, ни, как бы, ничего не надо. Просто хотите, делайте. Не, смотрите, мы можем делать, можем даже с привлечением Сергея Аркадьевича сделать, как бы, этот. Давайте поговорим, да, ради бога, мне ж, я двумя руками за любой кипиш. Так, Кореневский наш появился, пишет. Игра — это совмещение логики и эмоций, поэтому сознают лишь шагнувший. Наверное. То есть, чтобы играть, надо играть. Да, надо сделать первый шаг. И оставить весь багаж позади. Ну, в этом плане ситуация для Украины благоприятная. Потому что... Всегда. Смотри, ситуация для Украины благоприятная всегда. Только играй. Да. Потому что если не хочешь, ну, если хочешь вырваться за рамки вот этого всего нормативного, этого ресентиментного бреда, в котором страна если находится. ты приезжаешь как бы в то место, где ты должен играть, и объявляешь, что ты в эту игру играешь, а в эту не играешь, ну тогда зачем? Угу. Так, хорошо. Чтобы играть, Кистрица пишет, надо иметь игровую доску. Кто-то сказал, что люди не играют. Не надо иметь игровую доску. Чтобы играть, надо играть. Хочешь на доске, хочешь на двух, играй на двух. Угу. Придумаешь, как играть в пространстве, играй в пространстве. Чтобы играть, надо играть. Это не всегда по правилам. Можно по ходу игры придумывать правила. Просто играй. Угу. А то, что ты делаешь на этом берегу моря? Я жду, когда появится доска для игры. Угу. Ну, жди. Азарт в игре стимулирует предшествующие победы. Они были у Украины? Нет. Не все игры являются играми с нулевой суммой. Не каждая игра начинается с победы и заканчивается победой. Угу. Далеко, скажем так, даже далеко не каждая. Есть просто игры. Просто игры без побед. Вот как в детстве. Масса игр в детстве без всяких побед. И это самые интересные игры. Угу. Да, я вспомнил, как мы в штабе девочек допрашивали. Ну, и кто победил? Мы. Не обе стороны с изрядным как бы удовольствием. Мы выбили показания, где находится их штаб. Как бы не ясно, что хотели девушки, поскольку они могли тоже считать себя выигравшими. Потому что они дали нужные им показания. Так. И получили расположение нужных мальчиков, которым и дали эти показания. Поэтому не факт, что вы выиграли. Елена Голубева. Огромное спасибо за ваши диалоги. Возникает надежда. Сергей Аркадьевич говорит о том, что украинцы много говорят о земле. А вам не кажется, что украинцы очень мало говорят о Боге? Украинцы, кроме как о земле, больше ни о чем не говорят. Про землю, про недра и про то, что растет на земле. Вот попытайся разговорить украинца о чем-нибудь другом, ты получишь, ну, как минимум, сопротивление.
У нас Андрей Ковпак, вот интересная фамилия. У нас нет школы геополитики, а у аматоров так и получается, что в профессиональной лиге мы аутсайдеры. Ну, послушайте, всегда кто-то, начиная с того, что он был аутсайдером. Британия тоже когда-то была аутсайдером где-то. На периферии находилась такой жесткой вообще Европа. Ну, я даже знаю, когда это было во время Фрэнсиса Бэкона, когда они увидели, что им ничего не светит. Они взяли и перевернули доску. Они сказали, так, что там как бы круче всего? Спросили у Бэкона. А Бэкон говорит, круче всего наука. А давайте мы в науку сыграем. Раз, и перевернули доску. И стали мощнейшей империей. Угу. Так всегда бывает. Да. Кто-то придумывает доску, начинает на ней играть и как бы... И оказывается первым, кто играет. Так. То, о чем говорит Сергей Аркадьевич, раньше называлось интриганством. Огромное число людей играет в эту игру на своем уровне. Это мелкие игры. Ну, смотри, во-первых, с точки зрения Тараса Бэшка, это разный тип отношений. Игра – это вот как бы столкновение определенности, где возникает неопределенность в этом столкновении. Есть неравновесные отношения, да, как бы отношения неопределенности к определенности – это интрига, наоборот, это очарование, а есть отношения неопределенности – это молчание или ужас. В этом ряду игра одна из 4 типов отношений. Поэтому с точки зрения вот понимания, интрига просто в этом ряду. Так, подожди еще раз. Интрига, отношение определенности к неопределенности. Интрига, когда вот я в ситуации как бы ну, там вот наоборот, очарование это когда определенность и я к ней из неопределенности, да, интрига это наоборот, когда я определенность по отношению как бы к определенности вот как бы задаю вот это. То есть они разнонаправлены, вот и интрига и как бы очарование. А ужас это как две неопределенности, потому что ну или молчание. Вот. Ну, ужас проистекает из непонимания, потому что ты не понимаешь, о чем. А вот игра это когда сталкиваются две определенности, и они порождают неопределенность в этом столкновении, потому что ты не можешь предсказать. Вот, футбол, простой пример. Да, простой пример футбол. Да. Две определенности сталкиваются, и мы не знаем, что возникнет. Будет ли по правилам рая, или кто-то начнет морды бить, или кого-то, ну, как бы снесут, и как бы. Ну, то есть там масса неопределенностей возникает. В этом смысле игра настолько интересна. Но не менее интересны и очарование, и интрига. Да, есть даже люди, которые понимают и интерес к молчанию, но это очень немногие люди. Так. А вот вопрос. Чекмарев никак не успокоится. А если мы не умеем играть, то играют нами. Не кажется ли вам, что нас уже проиграли? И что? Ну, это такое досужие размышление. Ну, проиграли, и что делать будем? Ну, что, в смысле, на кладбище отползать или что? Да. Такое часто бывает, что кого-то проигрывает, а он потом раз. А ты даже не знаешь. Да. Ну, это как в фильме «Не бойся, я с тобой», понимаешь? Этот зуб не твой. Он даже не мой, он ихний. Да. Вот это приблизительно такая ситуация. Ты даже не в курсе, ты ходишь с зубом, ну, а он уже не твой, даже не посредник, а он вот того. Ну или монголы, ладно, да, вот из истории пример приведу, что вот смотрите, монголы, вот эти племена монгольские, какие-то мелкие, маргинальные, которые там всегда были заложниками там игр более крупных племен, там, да, вот, и, ну, игрались, а потом раз так... А потом собрали. Складывается маленькая конфигурация, которая приводит к тому, что через несколько десятилетий они всю Евразию чуть ли не захватили. Там за некоторыми исключениями. Вот. Так, давай заканчиваем, потому что что-то мы задержались. Да, будем сейчас уже заканчивать. Что с Алексеем Николаевичем? Он нужен как воздух. Все в порядке с вашим Алексеем Николаевичем. Кто такой Алексей Николаевич? Арестович. Алексей Николаевич, У него просто истерика. Каждый день приходит, начинает, куда делся Арестович. Все с вашим Арестовичем в порядке, успокойтесь, живой, здоровый. Ну, насколько я знаю. И, короче, все хорошо, не парьтесь. Выполняет важное правительственное задание, как всегда. Поэтому ждите, как говорится, ответа. Так. Главная игра – это жизнь. Главное решить, как в нее сыграть. 100%. Кореневский сказал. Что, не каждая жизнь игра. Конечно. Но из всех игр жизнь самая притягательная.
Почему-то. Хорошо. Ладно, хорошо, все, на этом будем заканчивать. Не забудьте полайкать эфир. Поддержите, кстати, господи, я забыл про сбор. Да, давай, не забывай, да. Поддержите сбор для, как раз вот сейчас, секунда, это 46-я бригада. Ей срочно нужна машинка, потому что там жесткие идут бои. Я встречался там с этими ребятами, они уже в эфире у нас были когда-то. Поэтому в описании к эфиру вот найдете, я сейчас кидаю. И в телеге у меня тоже я вывешиваю. Очень прошу поддержать, там им 300 тысяч на машину нужно. Карту Банка я сейчас... Да, сыграем в поддержку. Да, сыграем в поддержку. Вот так это выглядит. Вот я кидаю в чат на сбор. Так, на сбор. Вот, подвешиваю. И что? Не забудьте полайкать эфир. Нас смотрело почти 5000. Видишь, я сразу тебе сказал. Сколько человек в чате висит перед эфиром, я могу уже профессионально сказать, сколько будет. Ну и хорошо, на что выходе. разбираешься в своей аудитории. Сколько у нас будет аудитория? Все. Я считаю, что у нас получился хороший, отличный эфир. Завтра у нас будет тоже офигенный эфир. В 6 часов начнется. Такой философский будет, не пожалеете. По-моему, Чедолума у нас тоже будет с Бебелем по войнам, как начинаются гражданские войны. Такой будет. Это когда, во сколько? Завтра вечером будет. Завтра вечером, понятно. 20:00, насколько я помню. В 6 часов будет. Хорошо. Сергей Чаплыгин, я анонсирую, как бы у нас будет с ним такой интересный эфир. С Долинским потом в 19 и, соответственно, Чедолума с Бебелем в 20 должно быть. Прошу, поддержите сбор. В описании к эфиру найдете. Либо у меня в телеге, я сейчас повешу на 46-ю бригаду 300 тысяч гривен на машинку. Потому что, чтобы вы понимали, вот из другой бригады мне рассказывали, вот, допустим, какое-то село, туда посылается как бы 3 машины, чтобы вывести раненых там или боеприпасы довести, воду, там все остальное. Вот из 3 машин только одна доезжает. Поэтому, чтобы вы понимали, какой накал борьбы сейчас вот под аккомпанемент всех этих разговоров про мир, перемирие там, и так далее. Там гибнут люди, и нужно уменьшить количество потерь и помочь нашим ребятам. Поэтому поддержите сбор. И всем хорошего вечера. Пока.